Всем привет! Мы записываем итоги второй недели ПКС-5, и сегодня у нас в гостях будут Мелман и Аля, которые ответят на вопросы, которые подготовили мы и задавали вы в соцсетях. На второй неделе мы заняли первое место. Парни, это суперские результаты, я вас с ним поздравляю. Спасибо. Спасибо. Всем привет. У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Первый же вопрос, естественно. Какие эмоции вы испытали, когда заняли топ-1? Ну, конечно же, радость, потому что мы знали, что если мы выиграем, то мы обгоним фейзов и будем точно первые на этой неделе, и никто нас больше не обгонит. Ну, и поэтому все. И когда мы там уже оставались в ласт-игре втроем против там двух складов, которые были в кемпе, мы уже так... Ну, я лично у себя в голове понимал, что это 90% победа. Ну, подробно мы с вами обсудим это чуть позже. Вот. А сейчас давайте вернемся на начало второй недели. На первой неделе мы заняли 14 место, и у нас не было побед. Чем вы занимались в течение второй недели, и что, на ваш взгляд, стало определяющим фактором, который помог вам настолько улучшить командную игру? Ну, на первой неделе мы, как я уже говорил в интервью, еще настраивались. Это буткемп сказался на непривычности к игре. А к второй неделе уже собрались, почувствовали свою игру, потренировались подольше и чувствовали себя уверенно в процессе игры. То есть команде нужно было сыграться в офлайн режиме? Ну да, времени надо было побольше просто. Нужно было сыграться и вспомнить, как турнирные игры играть. Ну, у нас было очень много практики на второй неделе. Мы играли постоянно праки и скримы, и вы играли, катали и ранкет, и в свободное время. Так что и команда наигрывала как раз-таки это взаимодействие. У нас есть вопрос от нашего подписчика Ивана Старовойтова. Он спрашивает именно про близкую коммуникацию на буткемпе. Повлияла ли она на составляющие команды, на ее уверенность и так далее? Ну, вообще, да, буткемп влияет очень сильно на игру. И в положительную сторону, как я считаю, потому что когда все 4 человека сидят в одной комнате, такая более рабочая атмосфера между вами, такая более собранная, и больше хочется всех разваливать. Я согласен, Окей. в принципе. Рада это слышать, особенно в преддверии Гобола. Смотрите, у нас на первой неделе не было побед, и первые 3 игры в субботу, Мирамар, нам тоже не удавалось добыть чикен-диннер. Ощущали ли вы вот это давление, то, что там на прошлой неделе не было ни одной победы, вот прошла целая карта и нет победы? Ну, то есть, было ли вот это ощущение, что очень нужно занять первое место в катке? Ну, мы понимали, что нам нужна победа, но старались о ней не думать просто в процессе игры. И просто играли, а победа, она сама обычно приходит, если ты нормально играешь. То есть наша команда старается не зацикливаться на этом, а просто играть свою игру. Я Ну правильно да. поняла? Да, Мгм. без разницы, это первая или 12-я игра. Мы делаем те мувы, которые надо делать, и не боимся. Просто на первой неделе это получалось хуже. Далее, собственно, победа пришла на первом же Эрангеле, и мы взяли топ недалеко от трюков. Во-первых, был интересный там закрут, и мне интересно вот спросить Мелмана, насколько такие мувы для нас вообще характерны, и каким образом тебе в голову пришел именно этот колл. Но мы понимали то, что с нашей стороны зону отыграть невозможно, кроме как крашить кого-то. Да, даже если крашить, там неиграбельна в дальнейшем игра. Потому приняли решение закрутить, и с той стороны найти позицию гораздо проще, и уже оттуда играть агрессивно. Но повезло то, что кемп был не занят, было неожиданно, и оттуда получилось выиграть игру. Все четко. Ну Ноль вот, мне ошибок. кажется, что в эту позицию интересно Вот, было о чем бы я пройти. говорил. Сейчас Team Liquid туда пытаются заехать, и вот встречать было бы, наверное, комфортнее. Ну и так все отлично у Али получается. Мэкси высадили, Квизи вместе с Алей уничтожают Team Liquid на этом подъезде. В этой катке, Аля, как ты считаешь, нам нашифтило, или же мы завезли катку сами? Ну, 50 на 50, на самом деле. То есть нашифтила там 7-я, 8-я зона, когда нас с дороги там не вытеснял. Но я уверен, что мы бы все равно там нашли отыгрыши, потому что там было куда играть. Но все равно из-за того, что мы постоянно были в зоне на дороге, нам было из-за этого легче. И мы всех закрывали.
Окей, хорошо. Спасибо за честный ответ. Второй день у нас был очень сильный. Наша команда постоянно находилась, в принципе, доживала до лейта, и были определенные катки, где мы могли взять топ-1. Вот. И в самой последней катке мы конкурировали с Фейзами и с Ликвидами за второе и за первое место. Кстати, видео с TeamSpeak'ом финальной победной катки будет совсем скоро на канале, поэтому ждите. Вот перед последней каткой как раз-таки, когда вы понимали, что есть шанс взять топ, какой был настрой и собирались ли вы таргетить именно Фейзов и Ликвидов? То есть играть против них? Ну, мы изначально про это не думали, но план был такой, то, что если будет возможность, по-любому ей воспользоваться. И нам игра дала возможность. Потому мы сразу убили Ликвидов, подъехали, задровбали. Ну и потом, как только увидели Фейзов в киллфиде, тоже максимально им пытались заруинить. И у нас это получилось. Есть вопрос от нашего подписчика Дмитрия. Какой, по вашему мнению, был самый главный колл от Мелмана в ласт катке, благодаря которому, возможно, вы бы не выиграли, если бы этого колла не было? Мне интересно сначала спросить Алю, а затем самого Мелмана. Ну, по-моему, ласт катка мы все коллили там по чуть-чуть одновременно, наверное, даже больше всех Квизи, потому что он сдох первый. Ну, Квизи, да. И он там больше видел ситуацию стороны и, типа, больше коллил все моменты. Давайте тогда просто поговорим о каком-то коле, который, возможно, решил всю игру, на ваш взгляд. Мне кажется, не было такого прям супер колла, все понимали, что делать, плюс-минус. То есть это скорее была серия правильных коллов? Я помогу сейчас. Нокнул право. Второй слева. Помогите. Лево, 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 вышли! Слева один. Слева, слева! Один справа, я хилюсь. Я на инфу позу, ждите. Все, вдвоем его задавите. Есть Артем? Флешки есть? Нету. Все, вы захилились, давите, Где-то давите, лежит. подожди. Кидай флешки, да. Нет, я инфу позу. За топ-1, Митрелиус, есть по нему инфа! Я пушу. Лежит. Отлично, 18 хитпоинтов, драматика в руки! Но он ему не помог. Побеждают 16. Ну да, Но это было... не коллов, наверное, а действий. То, Ну что да, мы это- там защищали одну сторону, вторую, потом освободили край, там под файт подошли к третьей. То есть это такие больше не коллы, а правильные действия, я бы сказал. Дальше у нас есть комментарий от Ильи Бычкова. Он пишет: вы просто красавцы, смотрел, болел, набирайте ход и вперед. Как у вас настрой? Отдыхаете ли? Не болит ли голова после долгих игр? Да, на самом деле нет. Типа, игры, они достаточно насыщенные. И ты не столько устаешь, сколько тебе нравится, ну, лично мне. Так что я кайфую от игры. Больше устаешь, когда топ-16 отлетаешь и ждешь 30 минут. Это истина. Согласна. Что для вас значит Нави? Это продолжает Илья задавать вопросы. Престиж, обычная команда или гордость? Ну, для нас Нави значит очень многое, потому что благодаря ним мы добиваемся своих целей гораздо легче и быстрее. То есть это очень сильная поддержка, и без нее команда бы развивалась бы гораздо медленнее. Рада слышать. Еще один вопрос от Ильи. Кто-то из игроков хотел бы играть за сборную? Я так понимаю, он имеет в виду сборную, наверное, с своей страны, какой-нибудь Nations Cup турнир. Но я сомневаюсь, что у моей страны будет сборная, так что... А, да, точно. Но я бы поиграл, конечно. Я бы поиграл вот нашим составом за сборную России вообще с радостью. Следующий вопрос у нас от Ильи Окунева. Он пишет: привет, хорошо сыграли вторую неделю. Чем вас там кормят в Нави? Ну, лосось с рисом, вообще кайф. По факту. Ну, медальончики тоже нормально, мясные. Кебабчики нормальные тоже. Ну и пусть как- кто как Ну как и поймет. самое главное, это Монстр, классный энергетик, очень бодрит. Какие у нас планы на финальную неделю и как вы планируете готовиться к решающим сражениям по КС-5? Ну, подготовка будет такая же, как второй неделе. Мы сохраним стиль, будем себе позволять многое, типа. И я думаю, мы отыграем точно лучше, чем первая неделя, и постараемся повторить успех второй недели. А может быть еще лучше? Ну, это идеальный расклад. Но он самый сложный. И там зависит не все от нас. Также на этой неделе у нас есть определенные медиапланы.
Это для зрителей нашего канала. Я говорю то, что у нас будет еще один влог по финальным играм, так что ждите обязательно. Вот. И что касается контента, тут вот один из подписчиков, Серж, пишет то, что снимите видео про взлом телефонов, верните эту рубрику. Аля, хотела ли бы ты поучаствовать в рубрике Нет. «Нави хакнули мой телефон»? Нет, конечно. Почему? Ну ладно, на самом деле без разницы, мне скрывать нечего. Не знаю, надо попробовать заснять, а там уже как получится. Если нормально выйдет, можно выложить. Если хреново, то не. А ты историю будешь чистить? Так у меня стоит этот... Инкогнито, да, постоянный. Спасибо большое за сегодняшнее интервью, парни. Вы большие молодцы. Отличный результат на второй неделе. Так держать. И давайте хорошо потренируемся и подготовимся к третьей неделе. Я уверена, что все должно пройти хорошо. Желаю вам удачи и увидимся с вами в будущих видео. Конечно же, хотелось еще поблагодарить наших фанатов за то, что вы смотрите, поддерживаете. Мы все видим, все читаем, и это безумно приятно для нас. Всем спасибо. Пока. Всем пока.